Крамола. Гибель Тартарии. Автор Радосвет. Великая Тартария исчезла с политической карты мира около 200 лет назад. Точнее, была стерта с этой карты. Стерта настолько тщательно, что почти 200 лет о ней никто и слыхом не слыхивал, и знать не знал, пока не появились работы академика Фоменко по новой хронологии, возвратившие в научный оборот множество свидетельств о существовании этого государства, крупнейшего из когда-либо существовавших на нашей планете. Рисунок 1. Расширение территории России с 1613 по 1914 годы. Официальная версия. Естественными границами Великой Тартарии в середине века, занимавшей все северное полушарие, были океанские берега. При том, что эти три океана из четырех имеющихся, Ледовитый, Тихий и Атлантический, были по сути дела ее внутренними водоемами. К концу XVIII века, по современному летоисчислению, поддавшись тлетворному влиянию единобожия, иудаизма, христианства, мусульманства, население европейской части Великой Тартарии погрузилось в кровавый ужас религиозных и захватнических войн, политических интриг, мятежей и революций, и откололось от Асии, сумевшей устоять под злобным натиском новых мировых религий и сохранившей нравственную чистоту и веру своих предков. Граница между метрополией и западными зачумленными землями пролегла от Северного Ледовитого до Индийского океана, вдоль Уральских гор, берегов Каспийского моря и вершин Загроса. Последняя пограничная война с Британией и Московией сложилась для Великой Тартарии неудачно. Потерпев ряд серьезных поражений, она была вынуждена признать потерю некоторой части своих территорий на Южном Урале, в Северном Прикаспии и Юго-Западной Сибири, в Центральной и Северо-Восточной Индии и на восточном побережье Северной Америки. В настоящее время различные эпизоды этой войны, поистине мировой по своему размаху и последствиям, известны как подавление Пугачевского бунта и освоение Сибири, колонизация Индии и война за независимость британских колоний в Америке. А нам представлено, что это будто бы конфликтовали англосаксы. Учитывая патологическую склонность профессиональных историков к фальсификациям, можно предположить, что дело было не совсем так. Но даже в случае победы англо-российской коалиции к началу 19 столетия Великая Тартария по-любому оставалась самым большим и самым сильным государством мира. Предположим, в виде исключения, что на этот раз по какой-то неведомой нам причине официальная историография описывает события, произошедшие в действительности. Великая Тартария потерпела военное поражение и понесла территориальные потери. Столь ничтожные потери не могли привести к гибели такой великой державы, даже если поражение вызвало серьезный внутриполитический кризис. Ибо никакой внутриполитический кризис не мог привести к распаду Великой Тартарии, потому что народ, населявший Асию 200 лет назад, был сплочен и совершенно однороден и по национальности, и по языку, и по вероисповеданию. 200 лет назад в Великой Тартарии на земле Тарха и Тара жили исключительно тартары, высокие, русоволосые, белокожие люди с глазами василькового, зеленого, огненного или серебряного цвета, славяно-арии или русы. Дружелюбные и добросердечные в мирные времена, храбрые и беспощадные в бою, справедливые и милосердные в дни побед и стойкие во время невзгод, потому что сохранили нравственную чистоту и веру своих предков, от Урала до Аляски, от Новой Земли до Тибета. Для того, чтобы уничтожить Великую Тартарию, надо было сначала уничтожить ее народ, весь, до последнего человека. А это было еще не по силам ни Британии, ни Московии, ни их коалиции. Даже если бы в эту коалицию вступила бы вся остальная Европа. Знаменитый полководец Александр Суворов, принимавший участие в погроме Пугачева и лично отконвоировавший его в Москву, мог нанести крупное поражение тартарским войскам. Александр Васильевич Суворов, князь Италийский, граф Рымникский, граф Священной Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, грант Сардинского королевства и принц королевской крови, кавалер всех российских военных и иностранных орденов. То есть, по сути, большая часть Европы, включая Московию, это была Римская империя. Емельян Пугачев. Суворов сажает Пугачева в клетку.
Ну и, видимо, нанес он это поражение, за что и был награжден золотой шпагой с бриллиантами. Стоимость такой шпаги равнялась сумме годового жалования целого полка. И получил несколько высших орденов Российской империи, орден Андрея Первозванного и ордена Георгия и Владимира первого класса. Хотя официальная историческая наука об этом помалкивает, как рыба об лед. Точнее, прячет историю тартарских войн Московии среди ее войн с турками-османами и прочими крымскими ханами. Однако, заметьте, с блистательной портой Россия воевала не один век, но так и не смогла окончательно разгромить, несмотря на славные победы Румянцева-Задунайского, Орлова-Чесменского, Потемкина-Таврического, Суворова-Рымникского, Кутузова-Смоленского, Дибича-Забалканского и Паскевича-Эриванского. Хотя Турецкая империя даже в пору своего расцвета была в десятки раз меньше Тартарии. Османская империя – официальная версия. Турция много раз терпела поражение в битвах, проигрывала войны и теряла территории, но с политической карты мира так и не исчезла. В отличие от Великой Тартарии, которая была стерта не только с карты. Тартарию стерли с лица земли вместе с народом, ее населявшим. Это произошло в феврале 1816 года, который впоследствии получил название «Год без лета». В Соединенных Штатах его до сих пор называют 1800 и насмерть замерзший, а официальная наука считает началом малого ледникового периода, продлившегося 3 года. В марте температура в Северной Америке продолжала оставаться зимней, в апреле и мае было неестественно много дождей и града, внезапный мороз уничтожил большинство посевов, в июне 2 гигантских снежных бури привели к гибели людей, в июле и августе реки замерзли даже в Пенсильвании. Каждую ночь был мороз, а в Нью-Йорке и на северо-востоке США выпадало до метра снега. Германию терзали сильные бури. Многие реки, в том числе и Рейн, вышли из берегов. В Швейцарии стояла ужасная погода, каждый месяц шел снег. Необычный холод привел к катастрофическому неурожаю. Весной 1817 года цены на зерно в Европе выросли в 10 раз, а среди населения начался голод. На мир спустилась тьма. В прямом смысле этого слова. Солнце не могло пробиться сквозь облачную пелену и не согревало землю. Лорд Байрон писал в 1816 году: «Погасло солнце светлое и звезды, скитались без цели, без лучей, в пространстве вечном льдистая земля, носилась слепо в воздухе безлунном. Час утра наставал и проходил, но дня не приводил он за собою. Жилища всех имеющих жилища, в костры слагались, города горели, страшный голод терзал людей, быстро гибли люди». Разгадка трехлетнего холода была найдена 100 лет спустя. Американский исследователь Ухайм Фрейс связал изменение климата в 1816-19 годах с извержением вулкана Тамбора на острове Сумбава. В настоящее время эта гипотеза считается общепринятой в научном мире. Непонятно, почему взрыв вулкана южнее экватора так повлиял на климат северного полушария. Хотя в науке известно, что воздушные потоки южного полушария никогда не пересекают экватор. И при этом этот вулкан никак не повлиял на климат самого южного полушария. Извержение такой же мощности, около 800 мегатонн, происшедшее в 1883 году в Индонезии, Кракатау, а в 1912 на Аляске, Катмай, и в 1991 на Филиппинах, Пинатуба, привели к снижению температуры не более чем на полградуса, не вызвав ни полуденной тьмы, ни снежных бурь посреди лета, ни массового выхода рек из берегов. Интересно отметить, что пока Европа и Америка замерзали и голодали, в России в период с 1816 по 19 годы ничего необычного отмечено не было. Ни холода, ни голода, слава вышних и Богу, и на земле мир, и во человецах благоволение. В смысле все как всегда, и морозы, и недород. И это в России-то, да еще после недавнего нашествия 2 на 10 языков и полного разорения западных губерний. Как говорится, свежо предание, а верится с трудом. Даже в обычные годы зима на Руси длится полгода. От мороза трескаются стволы вековых деревьев, а к весне по сусекам и горсточке муки не на месте. Так что дело тут не в привычке русского народа к холоду и постам, а в отсутствии вечной западной демократии и наличии надежной цензуры.
Между тем Россия, скорее всего, и была источником климатических проблем и Европы, и Америки, о чем косвенно свидетельствует возраст современных лесов России и Беларуси, которым на круг не более 200 лет. Всем лесам, и сибирским, и русским, и белорусским. Этот факт можно объяснить только тем, что 200 лет назад все российские леса исчезли, хором, скопом, и древние. К слову, вяз живет 300 лет, липа 400, сосна и лиственница 500, ель 600, кедр 1000, дуб 1500, ну и, конечно же, погибли все молодые. По всей вероятности, сгорели. А нынешние выросли на их месте. На центральной русской равнине лес был восстановлен в середине 19 века путем массовых посадок верстовыми квадратами. А сибирская тайга поднялась сама, поскольку здесь сажать деревья было уже некому. Теперь несколько слов о так называемых карстовых озерах, очень распространенных в России. Особенно возле населенных пунктов, в Сибири, идеально круглых. Эти озера часто имеют больше высокий уровень воды из-за плотной чаши, чем окружающие водоемы. Озерах, возникших не только над карстами, то есть полостями, образующимися под действием насыщенной углекислотой воды в толще растворимой породы, гипса или известняка, а даже там, где никаких карст отродясь не было, а некоторые из них так и не заполнились водой. Названия этих озер – Адово озеро, Шайтан-озеро, Чертово озеро, Мертвое озеро и тому подобное – совершенно бессмысленны. С точки зрения официальной науки, само собой, которая не нашла в них ничего необычного, в отличие от местного населения. И еще, странное дело, но диаметр этих озер неплохо коррелирует с диаметром воронок от воздушных ядерных взрывов, мощностью от 1 до 10 мегатонн, но это так, заметка к слову. Для полноты картины отметим, что по удивительному совпадению именно в XIX веке человечество познакомилось с раковыми заболеваниями. Откуда они взялись, науке до сих пор неизвестно, хотя сегодня никто из медиков уже не сомневается, что одной из главных причин возникновения рака является повышенное радиоактивное излучение. Во всяком случае, в середине 20 века вспышка заболеваемости от рака была вызвана именно повышением радиоактивного фона. Из-за проведения ядерных испытаний 2422 ядерных и термоядерных, в том числе 525 атмосферных. Ведь в 19 веке ни у Московии, ни у Британии ни ядерного, ни термоядерного оружия еще не имелось, как мы знаем, следовательно, ни та, ни другая применить его не могли. А если бы оно у них было, учитывая уровень человеколюбия английских колонизаторов и царских сатрапов, сомневаться в их решимости применить атомную бомбу, будь она в наличии, не приходится. Даже при отсутствии современных средств доставки и подрыва. Но так или иначе, ни у Московии, ни у Британии атомной бомбы еще не было, а вот причина для ее применения, похоже, имелась и очень веская. Наполеон вошел в Москву 2 сентября после ужасного сражения у села Бородино. Русские войска, успешно отразив все атаки французов, сохранив резервы и имея в своем распоряжении прекрасные позиции и крепкие тылы, неожиданно отошли. И не просто отошли, а отдали врагу на поругание самый большой город страны, ее исторический центр, который император Александр I во всеуслышание провозгласил главою прочих городов российских, как только Наполеон пересек границу. Наверное, чтобы тот не ошибся с направлением главного удара. Александр I, благословенный, великодушный держав-восстановитель, император и самодержец, всероссийский, московский, киевский, владимировский, новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, царь Херсона Таврического, государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский и Подольский, князь Эстлянский, Лифлянский, Курлянский и Семигальский, Самогитский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных. Государь и великий князь Новогорода Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северная страны повелитель и государь Иверские. Карталинская, Грузинская, Кабардинская земли, черкасских и горских князей и иных, наследный государь и обладатель, наследник норвежский, герцог Шлезвиг, Голстинский, Стормарнский и Ольденбургский и государь еврейский и прочее, прочее, прочее. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал российских войск.
За сутки до позорной сдачи главы всех прочих городов главнокомандующий всеми русскими армиями и ополчениями светлейший князь Смоленский, намедни высочайшим указом, произведенный в генерал-фельдмаршалы Российской империи и получивший 100 тысяч рублей на расходы, провел печально известный военный совет в Филях и настоял на оставлении Москвы, несмотря на яростное сопротивление некоторых своих генералов, молодых и глупых. Оборвал все вопли и приказал отступать, хотя еще вчера в приказе от 31 августа клялся дать супостату новое решительное сражение под стенами Москвы. При отступлении в Москве было брошено более 30 тысяч раненых и огромное количество оружия, 156 орудий и 27 тысяч ядер, 75 тысяч ружей и 40 тысяч сабель, 600 знамен и 1000 штандартов. Это решение фельдмаршала до сих пор не нашло однозначного толкования. Кто-то его оправдывает, исходя из конечного результата, кто-то считает предателем, который продался жидомасонам в лице французов, или англичан, или за понюшку. В его-то возрасте, имея все, чего не пожелаешь, включая деньги, славу, ордена и титулы. Почему же Наполеон, прославившийся своей решительностью, сидел на Поклонной горе и ждал неизвестно чего, не решаясь войти в Москву, хотя уже знал, что она пуста и никто не собирается устраивать в ней уличные бои, несмотря на старинную русскую привычку драться за каждый дом, как это было в Смоленске и многих других местах? А может быть, он наконец почуял ловушку, может быть, что-то подсказывало ему, что такие опытные военноначальники, как Кутузов, которого он хорошо знал по предыдущим войнам, просто так не сдают исторические центры своей родины, особенно прикрытые хорошо укрепленными позициями, обеспеченные крепкими тылами, а также резервами. Однако деваться было некуда, так что войти в Москву все же пришлось, хотя бы для того, чтобы было чем торговаться на мирных переговорах. К этому времени Наполеон уже потерял численное преимущество, а самое главное – уверенность в победе. Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми, заявил он после битвы. Этому несчастному Буонапарту и невдомек было, что никто ни в какие переговоры с ним вступать не собирается, поскольку незачем, ибо все уже предопределено. Мене. «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Текел. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Перес. «Разделено царство твое и дано Медеям и персам». Поэтому Кутузов и получил приказ оставить Москву, потому что его армия полностью выполнила поставленную задачу, заманила корсиканское чудовище в ловушку. Теперь армию надо было спасать, светлейший ее и спас, за что ему вечная память. Потому что именно эта армия и проводила остатки чужеземных войск обратно до границы. Что же касается москвичей, то все они знали о том, что Москва будет оставлена и надо уносить ноги, чтобы не достаться Бонапарту, который церемониться не будет, а будет грабить, убивать и насиловать, так что, как говорится, кто не спрятался. Впрочем, остались немногие, всего 20 тысяч горожан. Обершталмейстер Наполеона маркиз Арман де Каленкур впоследствии вспоминал: город без жителей был объят мрачным молчанием. В течение всего нашего длительного переезда мы не встретили ни одного местного жителя. Ловушка захлопнулась, дичь попалась. В ту же ночь в Москве случился пожар. Бригадный генерал граф Филипп де Сегюр в своих воспоминаниях писал: два офицера расположились в одном из кремлевских зданий, откуда им открывался вид на северную и восточную части города. Около полуночи их разбудил необычный свет, и они увидали, что пламя охватило дворцы. Сначала оно осветило изящные и благородные очертания их архитектуры, а потом все это обрушилось. Сведения, приносимые съезжавшимися со всех сторон офицерами, совпадали между собой. В первую же ночь с 14 на 15 огненный шар спустился над дворцом князя Трубецкого и поджег это строение. Очень странный пожар, мягко говоря. Необычный свет, огненный шар, пламя, обрушивающие дворцы. Не глинобитные мазанки, а многоэтажные здания. Не зажигающие, а освещающие сначала, а потом уже обрушивающие. Насчет шара вообще без комментариев, в смысле вы сами догадайтесь с одного раза, что это за шар. А если не догадаетесь, посмотрите хронику ядерных испытаний. Сильнее всего пострадал центр города, несмотря на то, что был застроен исключительно каменными и кирпичными зданиями. Даже от Кремля почти ничего не осталось, хотя от окружающих построек его отделяли широкие площади и рвы.
Такие, например, как Оливизов ров 34 метра в ширину и 13 в глубину, который проходил от Арсенальной башни до Беклемишевской. Этот огромный ров после пожара оказался полностью завален обломками и мусором, после чего заровнять его стало проще, чем расчистить. Кстати, Наполеон, которого обвиняют в поджоге Москвы и взрыве Кремля, сам едва уцелел во время этого пожара. Граф де Сигюр рассказывает, тогда наши после долгих поисков нашли возле груды камней подземный ход, выведший к Москве-реке. Через этот узкий проход Наполеону с его офицерами и гвардией удалось выбраться из Кремля. Все, кто выжил, находились в состоянии шока. Де Сигюр вспоминает, те же из наших, которые раньше ходили по городу, теперь оглушенные бурей пожара, ослепленные пеплом, не узнавали местности, да и кроме того, сами улицы исчезли в дыму и обратились в груды развалин. От Великой Москвы оставалось лишь несколько уцелевших домов, разбросанных среди развалин. Этот сраженный и сожженный колосс, подобно трупу, издавал тяжелый запах. Кучи пепла да местами попадавшиеся развалины стен и обломки стропил. Одни указывали на то, что здесь когда-то были улицы. В предместьях попадались русские мужчины и женщины, прикрытые обгорелыми одеждами. Они, подобно призракам, блуждали среди развалин. От французской армии, как и от Москвы, уцелела лишь 1/3. Дальше больше. Следом за пожаром начались болезни. Московский житель рассказывает, казармы были завалены больными солдатами, лишенными всякого присмотра, а госпитали ранеными, умиравшими сотнями от недостатка в лекарствах и даже пищи. Улицы и площади были завалены мертвыми окровавленными телами, человеческими и лошадьми. Стенали борющиеся со смертью раненые, коих иные проходящие мимо солдаты из сострадания прикалывались таким точно хладнокровием, с каким мы в летнее время умерщвляем муху. Целый город превращен был в кладбище. Всего погибло более 80 тысяч человек. Для справки, во время атомного взрыва в Хиросиме погибло 70 тысяч человек, а в Нагасаки 60. Из 9158 строений было уничтожено 6532. Вам это ничего не напоминает из современной истории? Неудивительно, ведь московский пожар произошел за 150 лет до Хиросимы, когда ни о каких тактических ядерных боеприпасах, ни о лучевой болезни никто и слыхом не слыхивал и знать не знал. Потому что их еще не было. Или таки уже были. Между прочим, повышенный уровень фоновой радиации в центре Москвы образует характерное пятно с факелом, вытянутым в сторону юга. Карта радиационного фона города Москвы. Эпицентр пятна расположен как раз на том месте, на которое выходили окна двух офицеров, упомянутых в мемуарах графа де Сигюра. Тех самых, на чьих глазах сначала были освещены, а потом обрушились изящные и благородные дворцы, оказавшиеся в эпицентре. Официальная историческая наука до сих пор так и не выяснила, кто же все-таки поджег Москву. Французы считали, что это сделали сами москвичи, и даже расстреляли 400 поджигателей, дабы другим неповадно было. Картина «Расстрел московских поджигателей». Русские полагали, что во всем виновато корсиканское чудовище, мстительное и злобное, из природной кровожадности погубившее огромный город и десятки тысяч людей, включая 30 тысяч собственных солдат и офицеров. Но так ли это? Французам поджигать Москву было незачем, впереди зима, а от Москвы до Парижа 666 лье, то бишь очень далеко. Помимо прочего, Москва была нужна Наполеону в качестве разменной монеты на предстоящих переговорах о мире. Москвичам самосжигаться тоже было ни к чему, впереди зима, и надо как-то выживать, невзирая на оккупацию. Кроме того, в Москве было оставлено 30 тысяч раненых, которые практически все сгинули в огне пожара, вместе с 20 тысячами горожан, не успевших покинуть обреченный город. Что же касается императора Александра I, то в его непричастности к этому преступлению имеются очень серьезные сомнения. 5 апреля 1813 года император прибыл проститься с Кутузовым, который лежал при смерти. За ширмами около постели светлейшего князя находился состоявший при нем чиновник Крупельников. Он и сохранил для потомков последнюю беседу Кутузова с Александром I. «Прости меня, Михаил Илларионович», — сказал государь и самодержец всероссийский. «Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит», — ответил фельдмаршал.
За что император просил прощения у Кутузова? Может быть, за свой совершенно секретный приказ об оставлении Москвы? Или за то, что с ней случилось после оставления? Незадолго до нашествия Александр I говорил австрийскому послу: «Предполагаю, что в начале войны нас ждут поражения, но я к этому готов. Отступая, я оставлю за собой пустыню». Кровавый кошмар Аустерлицкой катастрофы навсегда поселил в душе императора страх и уверил в непобедимости Бонапарта. В смысле, в невозможности победить корсиканское чудовище обычными средствами, и мог подтолкнуть к поиску необычных. Был ли Александр I автором ужасной ловушки, приготовленной для Наполеона в Москве, или прислушался к чьим-то советам, или подчинился чьим-то приказам? Так или иначе, как минимум, император должен был о ней знать, поэтому и приказал сдать первопрестольную Наполеону, свалив всю ответственность за это на Кутузова. Последнее, кстати, вполне объяснимо. Если бы предложение о сдаче Москвы прозвучало из уст царя, царствовать ему осталось бы совсем недолго. Даже огромный авторитет и слава Кутузова с трудом выдержали тяжесть этого решения. Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славой, этой тяжестью был просто задавлен. В прямом смысле этого слова. В смысле офицерским шарфом, как это случилось с его отцом 10 лет тому назад. Так кто же все-таки организовал такую страшную ловушку для Наполеона? «Ищи, кому выгодно», говорили древние римляне. Кому же было выгодно уничтожить корсиканского злодея? Кто был самым заклятым врагом узурпатора? Современные историки смеются над глупым Бонапарте, который после Бородинского сражения сидел на Поклонной горе и ждал, когда бояре принесут ему ключи от Москвы. И правда смешно, ведь в Российской империи к тому времени уже лет 100 как никаких бояр уже не было. В России действительно уже не было ни бояр, ни воевод, а в Великой Тартарии враг моего врага мой друг, поэтому совершенно неудивительно, что Наполеон искал союза с державой, еще недавно воевавшей с Британией и Россией, рассчитывая на ее помощь разгромить и ту, и другую, и осуществить свою заветную мечту – вынуть из британской короны ее лучшую жемчужину, в смысле Индию. Если бы военный союз Франции и Тартарии состоялся, владения Ост-Индской компании в Индии очень скоро поменяли бы хозяев. Премьер-министр Англии граф Ливерпуль сформировал свой кабинет в июне 1812 года и рулил почти 15 лет. В предыдущем правительстве он являлся военным министром и министром колоний, а до этого был министром внутренних дел. Именно ему удалось решить важнейшие внешнеполитические проблемы Англии, максимально ослабить Францию и Россию и уничтожить Великую Тартарию, самую страшную угрозу для индийских колоний. За соблюдением британских интересов в России следил посланник граф Каткарт, который прославился выдающейся по своей жестокости и бессмысленности бомбардировкой Копенгагена в сентябре 1807 года, когда всего за 3 ночи 50 английских линейных кораблей сделали 14 тысяч бортовых залпов и сравняли с землей треть датской столицы. До этого Каткарт успел отличиться в войне с британскими колониями в Северной Америке, повоевал в Испании и Фландрии и расправился с антибританскими выступлениями в Ирландии, за что был произведен в полные генералы и посвящен в рыцари ордена Чертополоха. Во время нашествия Наполеона лорд Каткарт находился в свите Александра I и в сентябре 1813 года, в первую годовщину Московского пожара, высочайшим указом был пожалован Андреевской лентой. Генерал-фельдмаршал Румянцев был награжден орденом Андрея Первозванного за взятие Кольберга во время Семилетней войны, князь Потемкин за победу в русско-турецкой войне и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, Суворов за оборону Кинбурна и за Фок-Шаны. Интересно, за какие такие подвиги высшего ордена Российской империи удостоился английский посланник? Видимо, за вовремя поданный совет насчет ловушки, а также за организацию процедуры, точнее за посредничество в ее организации, потому что главную роль в московской трагедии сыграли и другие силы. Помимо Британии, у Наполеона имелся еще один могущественный враг, гораздо более злопамятный и опасный – братья Ротшильды. Братья Ротшильды российскими орденами не награждались и нигде в связи с походом Наполеона на Москву не упоминались, но его разгром не мог обойтись и не обошелся без их участия. Семейство Ротшильдов.
учитывая пронырливость этого семейства и количество шпионов, которых оно содержало, а также авторитет Ротшильдов в еврейской диаспоре и близость к правящим кругам Европы, а также к тем, кто стоял за спиной этих кругов и дергал за их ниточки. Не исключено, что у семейства Ротшильдов имелся контакт и с самой верхней частью пирамиды, в смысле с теми, кто находился выше и наблюдает за происходящим. Чем же Наполеон насолил семейству Ротшильдов? Да, собственно, ничем, если не считать его обращения к Государственному совету Франции в 1806 году в связи с жалобами на ростовщичество евреев. Они главные возмутители в современном мире. Они стервятники человечества, зло в них исходит не от отдельных личностей, но от коренной природы сего народа. Деятельность еврейской нации со времен Моисея в силу всей ее предрасположенности заключалась в ростовщичестве и вымогательстве. Французское правительство не может равнодушно смотреть на то, как низкая, опустившаяся, способная на всякие преступления нация захватывает в свое исключительное владение обе прекрасные провинции старого Эльзаса. Целые села обобраны евреями, они снова ввели рабство, это настоящие стаи воронов. Вред, причиняемый евреями, не происходит от отдельных лиц, но от всего этого народа в целом. Это черви и саранча, опустошающие Францию. Я делаю все, чтобы доказать мое презрение к этой подлейшей нации мира. Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям. Философскими учениями жидовского характера не изменишь, для них нужны исключительные специальные законы. К жидам относятся с отвращением, но надо признаться, что они действительно отвратительны. Их также презирают, но ведь они и достойны презрения. До этого антисемитского обращения Бонапарт ничем не выказывал своей сущности. А даже наоборот, впервые с представителями самой гонимой в мире нации он познакомился лишь во время итальянской кампании, когда ему было уже 28 лет, и сразу взял их под защиту. И с тех пор всячески поддерживал везде, где оказывалась его армия. И даже обещал восстановить Синедрион и еврейское государство в Палестине, но хватило его ненадолго. После этого обращения судьба взорвавшегося корсиканского выскочки, потерявшего нюх после бесчисленных побед в Европе, была предрешена. Победы внезапно закончились, слава покатилась под откос, не прошло и 3 лет, как его империю потряс тяжелейший экономический кризис. Население было недовольно, покушения следовали одно за другим. Русский царь, еще недавно в Тильзите клявшийся в вечной любви, вдруг обнаглел и отказался выдавать за него свою сестру. Сначала одну, потом вторую, явно нарываясь на скандал. И таки сумел добиться своего. Бонапарт собрал войска, двинулся на Москву и сам залез в приготовленную для него ловушку. Хасидский цадик Исроэл из Козениц, узнав о вторжении Наполеона в Россию, на вопрос о перспективах его похода ответил «на фоль-ти-поль». В дословном переводе означает «неминуемо падет». Любопытно, что при этом упомянутый Исроэл использовал игру слов на фоль и на поль, созвучного с имени Наполеон. Остальное было делом техники, в прямом смысле этого слова. За время наполеоновского нашествия и заграничного похода безвозвратные потери русской армии составили около 300 тысяч человек. Несмотря на наличие огромного количества архивных документов, мемуаров и научных работ по истории Отечественной войны 1812 года, общие потери, понесенные Россией во время нашествия, неизвестны. Их можно оценить лишь косвенно. По результатам ревизий, проведенных в 1811 и 1816 годах, убыль населения России за этот период составила более 3 миллионов человек. При общей численности в 36 миллионов, иначе говоря, погибло почти 10% населения. Столько же, сколько и во время Великой Отечественной войны. Чем же объяснить такое громадное количество погибших и умерших от болезней, холода и голода? Корсиканское чудовище при своей кровожадности местное население не трогало. Отступающие русские войска, устроившие по приказу Александра I Благословенного великодушного держав-восстановителя, выжженную пустыню вдоль старой Смоленской дороги, сожгли сотни городов и деревень. Но жителей все же не расстреливали, во всяком случае до полного изгнания Наполеона. Официальная историческая наука как-то невнятно излагает причины прекращения партизанской войны. Дескать, прогнали супостаты, и все сразу же закончилось. Дубины пошли на растопку, а мечи на орала. За ненадобностью. Почему крестьяне, только что с оружием в руках отстоявшие свою землю, опять сдались на милость зверей-крепостников? Это в России-то еще
не забывший Разина и Пугачева и всегда готовый на последний решительный бой, то бишь на бессмысленный и беспощадный, даже в самое мирное время, как это уже не раз происходило и до, и после 1812 года. Историки списывают потери гражданского населения России на суровую зиму 1812-1813 годов. А может, народная война затихла не сама собой? И 10% населения погибло не от холода и голода, в смысле не только от них. 1800 и насмерть замерзший унес десятки тысяч жизней в Европе и Северной Америке. В России счет пошел на миллионы. Но еще больше жизней этот год унес в Тартарии. Академик Фоменко в своих работах высказал гипотезу о том, что Великая Тартария была разгромлена и поделена между Россией и США сразу же после разгрома Пугачевского бунта. Если допустить, что это так, возникает ряд вопросов. Почему после гибели Великой Тартарии на ее территории не возникло несколько менее крупных государств, как это обычно происходит после крушения империи? К примеру, римской, османской, австро-венгерской, германской, российской, британской. Или при распаде больших стран – Советский Союз, Югославия. Почему, потерпев военное поражение, гордые и свободолюбивые тартары покорились жестоким завоевателям, а не подняли дубину народной войны, как это всегда делают славяно-арии в подобных ситуациях? Почему реальное освоение новых земель в России и США началось только через полвека? И, наконец, самое главное – почему бескрайние пространства от Урала до Аляски оказались безлюдными? Куда делось 100 с лишним миллионов разгромленных тартар? Кроме того, гипотеза Фоменко оставляет без внимания ряд немаловажных фактов, уже упомянутых нами ранее. Год без лета, 200-летние леса и карстовые озера, а также вспышку раковых заболеваний. Даже спустя полвека освоение новых земель носило лишь картографический характер и в России, и в США. Потому что ни в США, ни в России для их оккупации просто не было ресурсов, ни людских, ни материальных. Не говоря уж о постоянной угрозе народных волнений на оккупированных территориях. Если бы на этих территориях уцелели не только малочисленные народности севера, а хоть сколько-нибудь славяно-ариев. Кстати, а почему северные народности стали такие малочисленные? В Северной Америке оккупанты безжалостно уничтожили местное население к западу от Аппалачий, однако Российская империя в геноциде уличена не была. Тем не менее, все северные народности Асии, которые уцелели после 1816 года, с тех пор так и находятся на грани вымирания. А теперь предположим, что Великая Тартария не была поделена ни в 1775 году, ни позднее. Проиграла очередную войну и понесла территориальные потери, но осталась единым государством, как и прежде самым большим в мире, по-прежнему представляющим огромную опасность и для Российской империи, и для Британской. Романовы боялись потерять узурпированный трон, а Ганноверская династия дрожала за свои индийские колонии. И тут химера французской революции порождает корсиканское чудовище, которое мечтает лишь об одном – отнять у Британии все нажитое непосильным трудом, в смысле вынуть лучшую жемчужину из ее короны. Вскоре Наполеон договаривается с Павлом I о совместном индийском походе, который срывается лишь из-за убийства российского императора, в результате заговора, организованного и оплаченного Британией. Но провал не останавливает упрямого корсиканца. Разочаровавшись в новом русском царе Бонапарте, он готов заключить союз с Великой Тартарией и предпринимает поход на Москву, после захвата которой для его легионов открывается прямая дорога в Индию. Не потому ли Великая армия Наполеона была так велика, что ей предстояло одолеть не только Россию, а пройти еще полмира? Трудно представить более страшный кошмар несчастной Ганноверской династии. Огромная французско-тартарская армия под общим командованием гениальнейшего полководца всех времен и народов, тылы которых обеспечены всем военно-экономическим потенциалом Великой Тартарии и ее доминионов Вольной и Китайской Тартарии, а беспрепятственное продвижение к Индийскому океану их дипломатической поддержкой. Не от этого ли кошмара окончательно свихнулся король Георг III? Король Великобритании, король Ганновера, герцог Брауншвейг-Люнебургский. Однако главная причина произошедшего в 1816 году была все же не в этом. Народ Великой Тартарии устоял под злобным натиском новых мировых религий – иудаизма, христианства и мусульманства, сохранил нравственную чистоту и веру своих предков
и никогда не позволил бы червям и саранче заниматься ростовщичеством и вымогательством, обдирать села до Липки и вводить рабство на своей земле, в стране, которая была самой большой в мире. К 1812 году стало совершенно ясно, что победить Бонапарта на суше невозможно. Император французов, король Италии, протектор Рейнского союза и медиатор Швейцарской конфедерации поставил на колени всю Европу, за исключением Британии. Кого-то присоединил к Франции, кому-то навязал в правители своих родственников, кого-то заставил присоединиться к континентальной блокаде. Кто же в конечном итоге выиграл в результате победы над Наполеоном и уничтожения Великой Тартарии вместе со всем ее населением? Вне всякого сомнения, Британия. Или таки семейство Ротшильдов. Впрочем, перефразируя классика, можно сказать: я говорю Британия, подразумевая Ротшильды, я говорю Ротшильды, подразумеваю Британия. Потому что к 1816 году, после знаменитой биржевой аферы Натана Ротшильда, связанной с битвой под Ватерлоу, Британией завладело вышеупомянутое семейство. С этого момента в течение почти 100 лет Британия правила морями, а Британией правили Ротшильды, и никто им был не указ. Великая Тартария была стерта с лица земли, Франция повержена, а Россия до конца XIX века не могла оправиться от нашествия, спровоцированного Александром I, а когда оправилась, Ротшильды устроили ей новые, не менее разрушительные проблемы. Расширение Британской империи после уничтожения Великой Тартарии. Британская империя. Что касается Наполеона, то после Московского пожара он прожил еще 9 лет и умер, едва перешагнув полувековой рубеж. В последние годы жизни его здоровье сильно пошатнулось, хотя до этого пожара он на него не жаловался. Официальная наука так и не установила причину смерти императора французов. Кто-то думает, что его отравили, кто-то считает, что он умер от рака, кто-то полагает, что от того и другого сразу. Однако очень может быть, что Наполеона постигла судьба Хибакуся. Как выше уже упоминалось, во время атомного взрыва в Хиросиме погибло 70 тысяч человек, в Нагасаки 60, но список жертв ядерного удара этим далеко не исчерпывается. Общее количество Хибакуся, людей, подвергнувшихся воздействию ядерного взрыва, умерших в течение следующих 5 лет от лучевой болезни и от других долговременных последствий атомных бомбардировок, составило более 250 тысяч человек. Суммарная мощность ядерных зарядов, примененных зимой 1816 года по территории Великой Тартарии, выжегших все российские леса и вызвавших трехлетнюю ядерную зиму в северном полушарии, по расчетам климатологов составила около 800 мегатонн. Иначе говоря, 40 тысяч Хиросим. Часть воронок, оставшихся после взрывов и превратившихся в карстовые озера, свидетельствует об использовании не только ядерных боеприпасов, мощностью от 1 до 10 мегатонн. Но даже в этом случае упомянутого количества бомб должно было хватить для гарантированного уничтожения всех населенных пунктов Великой Тартарии, и крупных городов, и маленьких скитов, и больших станиц, и отдельных хуторов, и знатных кремлей, и небольших пограничных острогов. Вот почему после гибели Великой Тартарии на ее территории не возникло несколько менее крупных государств, как это обычно происходит после крушения империи или при распаде больших стран. Вот почему тартары не подняли дубину народной войны, как это всегда делают славяно-арии, в случае военного поражения. Вот почему бескрайнее пространство от Урала до Аляски в середине 19 столетия, когда началось их освоение, оказались практически безлюдными. Картина «Валькирия» над поверженным воином. Подавляющая часть населения Великой Тартарии сгорела в огне атомных взрывов, чем и объясняется отсутствие останков миллионов погибших. Уцелевшие задохнулись в дыму пожаров или умерли от холода и голода, а также от лучевой болезни и раковых заболеваний, и были преданы очищающему пламени товарищами. Ибо совершение кроды, отправление к роду с помощью погребального костра, является святой обязанностью и священным долгом каждого славяна-ария по отношению к своим погибшим или умершим собратьям. Огромная цветущая страна в одночасье была превращена в радиоактивное пепелище и оставалась им долгие годы. Но годы шли, на месте сгоревших лесов поднялась тайга. Воронки превратились в озера, а большая часть радиоактивных изотопов распалась. Радиоактивный фон в эпицентре ядерного взрыва недолго остается высоким, так как основные изотопы довольно быстро распадаются.
Активность цезия-137 падает в 2 раза за 30 лет, стронция-90 за 29, кобальта-60 за 5 лет, йода-131 за 8 дней. Кроме того, надо учитывать выброс ядерного облака в стратосферу. Вот почему освоение бескрайних пространств от Урала до Аляски началось только в середине 19 столетия, когда радиоактивный фон снизился наконец до безопасного уровня. Но даже полвека спустя переселенцы не рисковали приближаться к странным круглым озерам, неизвестно от чего, образовавшихся в самых удобных для заселения местах. И дали этим озерам совершенно бессмысленные имена: Адово озеро, Шайтан-озеро, Чертово, Мертвое и так далее. Инициировав применение атомной бомбы против Наполеона и убедившись в необычайной эффективности данного оружия, инициаторы его применения сумели убедить тех, кто им обладал, использовать его снова против своего главного врага, великой славяно-арийской державы, потому что никаким другим способом сокрушить ее было просто невозможно. Итак, сложим разрозненные факты воедино. В 1816 году в северном полушарии началась ядерная зима, продлившаяся 3 года. Незадолго до этого самое большое государство мира исчезло с лица земли вместе со своим населением. При этом сгорели все российские леса, и появилось множество странных круглых впадин и карстовых озер. Повторное заселение опустевших земель началось лишь через полстолетия, а любые упоминания о Великой Тартарии и тартарах были запрещены. Если отбросить все невозможные гипотезы, то оставшаяся, как бы ни была мала ее вероятность, и может быть истинной. Земли Тарха и Тары были подвергнуты массированной атомной бомбардировке. Но в XIX веке ни Россия, ни Британия еще не обладали ядерным оружием и применить его не могли. Так кто же его применил? Предприятия договорились, как сказали бы древние римляне. По просьбе тех, у кого имеется контакт с самой верхней частью пирамиды, Великая славяно-арийская держава была уничтожена теми, кто находился выше и наблюдает за происходящим. Что же касается 1812 года, то в память о нем была учреждена серебряная медаль, одинаковая для всех. И для ополченцев, и для солдат, и для генералов. Сначала на аверсе хотели поместить профиль царствующего государя и самодержца, как всегда делалось в таких случаях ранее. Но Александр I, благословенный, приказал сделать другое изображение и выбить слова из псалма Давида: «Не нам, не нам, а имени Твоему». Вот еще одно свидетельство, кому же принадлежит победа в этой войне. Александрийский столб был возведен 30 августа 1834 года в центре Дворцовой площади в Санкт-Петербурге архитектором Агюстом Ришаром Монферраном по заказу императора Николая I в память о победе в Отечественной войне 1812 года над Наполеоном. Это официальная версия. Посмотрим на барельефы павшим воинам и чуть выше – и мы увидим, кому предназначена эта всеобщая благодарность в победе над Наполеоном. Ну, видимо, и не только. Скептически настроенный читатель может подумать, что автор изложил в данной статье сюжет своего очередного романа в жанре альтернативной истории. Вынужден его разочаровать. Альтернативную историю нынче преподают в школах и университетах и транслируют по зомбоящику. А о том, что творилось в мире на самом деле, мы только начинаем узнавать.